Всем привет! Сегодня готовим соевый сыр тофу. Это очень полезный и вкусный сыр. Из него готовят множество замечательных блюд. В Азии без тофу вообще нельзя представить меню. Это просто великолепный источник белка, что очень классно для тех, кто соблюдает пост, или для вегетарианцев. Обязательно включайте в свой рацион питания тофу и разные блюда из него. Это очень полезно. С тофу можно приготовить очень много вкусных рецептов. Замечательный рецепт тофу в томатном соусе есть на канале моего сына Артема. Он профессиональный спортсмен, мастер спорта. И на его канале есть раздел правильного питания. Обязательно заходите, подписывайтесь на его канал Артем Ву Фитнес. Там есть очень много интересного для здорового образа жизни. И не только рецепты, но и различные упражнения, которые помогут вам быть здоровыми и красивыми. А сейчас вернемся к рецепту. Как же приготовить тофу дома? На самом деле это очень просто. Для этого понадобятся бобы сои. Здесь у меня, посмотрите, 2 миски с бобами. В одной миске я специально хотела вам показать просто сухие бобы сои 500 грамм. И эти же 500 грамм я замочила и оставила на ночь. Стояли они у меня примерно 12 часов, замоченные в воде. И посмотрите, как их стало много. Также для приготовления тофу мне понадобится уксус. У меня здесь рисовый уксус 4,5%. Понадобится вода и соль. Соли мне понадобится примерно 3 чайные ложки. Про уксус не сказала, понадобится примерно 5 столовых ложек. Также для приготовления мы будем использовать вот такую большую кастрюлю, мелкое сито. Также мне понадобится блендер. Можно использовать погружной блендер. Все это нужно для того, чтобы измельчить сою. И также мне понадобятся вот такие формы. Вы не обращайте внимания, что формы пластмассовые. На самом деле они у меня очень хорошие, японские. И выдерживают высокую температуру, больше чем 120 градусов. Я буду делать тофу вот в таких формах. Они у меня 2 одинаковые. Одна вставляется в другую. В одной форме у меня муж просверлил дырочки специально, чтобы выходила жидкость. И мы делаем в этой форме тофу. Они получаются тогда именно такой хорошей квадратной формы. Конечно же, вы можете использовать и деревянные специальные приспособления, прессы бывают такие. Либо можно просто, как обычный творог, делать в сите. Просто тогда у вас тофу не будет такой прямоугольной формы, как мы все привыкли, а круглой формы. Также мне понадобится марля. Посмотрите, вот так выглядит соя в сухом виде. Вот такие маленькие горошинки. Обязательно, когда будете замачивать сою, промойте ее, чтобы она была чистая, и залейте водой. Просто пускай она стоит часов 12. И посмотрите, из 500 грамм сои, вот здесь у меня тоже 500 грамм, у меня получилось 1 килограмм 120 грамм уже замоченной сои. Посмотрите, как она выглядит. Она сразу увеличилась в размере. Я сою еще раз промыла. Ничего, никакие шкурки отделять не надо. Мы сейчас сою будем измельчать в блендере вместе с водой. Нам надо получить так называемое соевое молоко. Примерно треть сои я высыпаю в миксер. Заливаю 500 мл воды. Закрываю крышку и начинаю измельчать. Измельчаю примерно в течение 2 минут. Мне надо, чтобы масса получилась вот такая очень хорошо однородная, измельченная, чтобы получить молоко. Полученную массу я выливаю в мелкое сито, которое у меня установлено на кастрюле. Теперь посмотрите. Я лопаткой хорошенечко все это размешиваю, чтобы вышла вся жидкость. Посмотрите, у меня в сите сейчас остался вот такой жмых. Я его полностью, конечно, не выжимаю, как через марлю. Он еще такой немного влажный. И посмотрите, у меня в кастрюле уже здесь соевое молоко. Сейчас этот жмых я возвращаю обратно в миксер.
добавляю в миксер опять пол-литра воды. И снова хорошенечко все это взбиваю миксером. Опять 2 минуты. Эту порцию сои я взбиваю в миксере второй раз. Выливаю массу снова в сито. Видите, масса уже не такая становится ядрено-белая, уже она более жидкая и легче намного проходит через сито. Хорошенечко опять процеживаю все. Кстати, хочу вам сказать, что вот это молоко соевое просто обожают в Азии. В Японии, во Вьетнаме, в Корее. Это просто любимое молоко. Больше его любят, чем наше обычное коровье молоко. И, как вы понимаете, это, конечно, вегетарианская еда. Сейчас это очень актуально вообще в пост у нас. Полученный жмых я снова возвращаю в миксер. Посмотрите, у меня все больше получается молока. Очень красивое такое. Пахнет. Очень приятно, кстати. Сейчас мы будем взбивать, измельчать в миксере вот эту массу 3-й раз. Заливаю в миксер опять пол-литра воды. И снова все буду измельчать в блендере 2 минуты. И 3-й раз я процеживаю массу через сито. У меня получилось вот столько жмыха. И теперь я его отправляю. Здесь у меня миска. Сверху я уложила марлю. И последний жмых я уже буду потом выжимать через марлю. Потому что через сито я его так, конечно, не отожму. Я пока эту миску отложу в сторону, чтобы потом сюда добавить жмых с 2 следующих партий сои. Теперь я повторяю все то же самое с 2 оставшимися частями сои. 3 раза буду измельчать в блендере, каждый раз добавляя пол-литра воды и процеживая через сито. Посмотрите, сколько всего из 3 партий сои у меня получилось жмыха. Сейчас я его отжимаю через марлю. Вообще этот жмых называется акара. И из него также можно приготовить еще много вкусных блюд. Это и котлеты, и тефтельки, в общем, много чего разного. Вегетарианцы из него готовят обязательно, не выбрасывают. Как я уже сказала, это просто великолепный заменитель мяса. В нем очень много белка. Выливаю все, что я отжала со жмыха, в кастрюлю. И посмотрите, сколько у меня получилось всего соевого молока. Достаточно много. Я поставила соевое молоко на плиту. Мне надо довести его почти до кипения. Но посмотрите, образовалось много пены. Эту пену сейчас надо обязательно снять. Я беру сито и вот так вот ситом эту пену снимаю. Соевое молоко надо готовить на небольшом огне и все время помешивая, потому что оно довольно сильно пригорает. Поэтому, чтобы тофу имел приятный вкус и аромат, обязательно надо хорошо помешивать, чтобы ничего не пригорело. Сейчас нам надо сделать воду с солью и уксусом. Здесь у меня 500 мл чистой воды. Добавляю сюда 3 чайные ложки соли. И теперь добавляю столовые ложки уксуса. Хорошо перемешиваю. Посмотрите, соевое молоко у меня почти начинает закипать, но еще не кипит. Все время помешивая молоко, я сюда добавляю воду с уксусом и солью. Добавляю не все сразу. Сначала примерно половину. И немного опять
варю. Сейчас нам надо добиться, чтобы молоко свернулось. Итак, у меня прошло пара минут, и я добавляю оставшуюся жидкость. Помешиваю и опять прогреваю. Как видите, молоко свернулось, и сейчас, помешивая, доводим его почти до кипения. Здесь принцип, как и мы готовим творог. Чем дольше вы прогреваете или кипятите молоко, тем более сухой получается творог. Здесь то же самое и с тофу. Поэтому, если вы хотите более сухой тофу, более такой плотный, значит тогда варите его подольше. Если вы хотите более мягкую структуру, сильно долго варить не надо. Доводите фактически до кипения, закрываете крышкой и оставляете минут на 10-15. Просто под закрытой крышкой. Я тофу хочу сделать не таким слишком плотным. Поэтому сейчас, посмотрите, у меня фактически молоко почти закипело. Я его выключаю и закрываю крышкой. Оставляю на 15 минут. Итак, посмотрите, у меня прошло примерно 20 минут. Видите, полностью уже появилась прозрачная жидкость. Весь творог у меня поднялся наверх. И сейчас все это нам надо отбросить на марлю, в нашу форму. Форму я выстелила марлей, причем марля у меня влажная. Я ее намочила и отжала. Я поставила форму в раковину и аккуратно выливаю сюда всю мою смесь. Марля у меня в 3 слоя. Полностью все содержимое кастрюли я вылила в форму. И хочу вам сразу показать, видите, если хорошо помешивать, ничего над ней не пристанет. Теперь аккуратно я подворачиваю марлю и закрываю сыр. Конечно, действуйте аккуратно, так как все горячее. Сверху я устанавливаю вторую форму и груз. У меня это вот такой пакет с рисом большой. Ставлю сверху груз. Итак, оставляю мою конструкцию до полного остывания, пока у нас сыр не остынет. У меня прошло несколько часов, тофу остыл. Сейчас посмотрим, что получилось. Я специально приготовила весы, обязательно взвесим. Я вам хочу ближе показать, как я устроила свою конструкцию. Видите, у меня здесь поднос внизу. На поднос я установила 2 палочки и поставила конструкцию, чтобы жидкость свободно могла стекать. Итак, сейчас открываем все. Достаем рис, снимаю верхнюю форму и достаю тофу. Опа, аккуратненько. Открываю. И вот посмотрите, какой сыр получился. Он достаточно высокий, достаточно плотный. Видите? Хорошо держит форму. Еще раз напомню, что чем дольше вы держите сыр под прессом, тем более плотный он будет. Посмотрите, я обнулила весы и выкладываю сыр. Оп. Итак, посмотрите, у меня получился 1 килограмм 320 грамм сыра тофу. Это очень хорошо. Иногда сыра бывает чуть больше получается или чуть меньше. Все это будет зависеть от того, насколько долго вы будете держать сыр под прессом, сколько из него еще уйдет влаги. И тогда, конечно, будет меняться плотность самого сыра. Я сейчас разрежу тофу. Посмотрите, какой он
получается внутри, какая у него структура, видите? Вот такой плотненький, интересный. Хотя я сегодня специально старалась, чтобы сыр был не сильно плотный. То есть вот это вот считается такая средняя плотность сыра тофу. Посмотрите, какой у меня получился тофу. Структура просто замечательная, очень нежная. Видите? И из этого тофу можно приготовить просто великое множество вкусных блюд. На самом деле тофу, он не имеет вкуса и приобретает вкус блюда, которое вы готовите. Я сейчас попробую. Очень нежный, замечательный тофу и действительно не имеет особого вкуса. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!